Друзья, привет! Вас приветствую я и Иджун. Он сейчас ловит рыбу, и вначале я хотела сказать, что я Иджуна, когда я его сюда поселила, я ему изменила только одежду и прическу. Все остальное не трогала. У него нет ни скинтонов, ни каких-либо деталей кожи, брови. Это все его натуральное из апокалипсиса. Поэтому он на самом деле получился такой красавчик. И прежде чем начнем челлендж и бросим кубик, я вам сейчас кое-что покажу. Первое я убрала. Я убрала вот эти вот матрасы, которые я купила в прошлой серии. Визуально анимация мне не понравилась, и я понимаю, что я с этим не могу играть. Поэтому я это убрала, вместо них ничего не купила, потому что это же мой косяк, да. У нас была возможность купить матрасы, они купили, но это я уже пожелала их убрать. Поэтому теперь у них одно спальное место, вот одно в кустике и одно место под тентом на полотенчике. И сейчас я попробую разбудить Асель, посмотрим, а если она будет в хорошем состоянии, то она пойдет у нас собирать урожай. Асель у нас уже сразу с утра недовольная, поэтому я сейчас заберу одну рыбку у Иджуна и дам ей покушать. Морозно тебе, да? Здесь холодно. Можно укутаться в теплую одежду или спрятаться дома. А я им даже теплую одежду не сделала. У нее, знаете, зимняя одежда – это та же самая футболка. Я почему-то посчитала, что на Сулане не бывает морозов, а они тут у меня мерзнут, бедняжки. Надеюсь, мы здесь не замерзнем. И время у нас уже 8 утра. Пойдемте бросать кубик. И это как раз второе, о чем я хотела сказать. В прошлой серии я пользовалась неправильным генератором. Но, знаете, это я такой странный человек. Я видела, что генератор был для Sims 3, но я почему-то решила, что люди просто не поменяли циферку. А так это мой генератор, который мне нужен. Поэтому вот, я играла в генераторе Sims 3, но я все задания сделала правильно, я проверила. Они относились именно к 4-му Симсу. Поэтому вот, спасибо, кто мне подсказал, что есть нормальный генератор правильный. Поэтому вот с этой серии мы уже будем играть с правильным генератором. И начинаем. Воля богов! Так, 2-2. Лампетиока разозлился. Принесите в жертву вулкану 2 полностью выросших плодоносящих дерева, пока урожай. Но у нас уже такое было, задания повторяются, поэтому возвращаемся на остров. И так как у нас нет деревьев, то мы должны удалить плодоносящие кусты. Из всех у меня вот здесь я вот вижу на падубе плоды и цветочки вот у шалфея. Поэтому я сейчас по одному кустику вот их и удалю. У нас таким методом начали появляться по чуть-чуть денежки. И вы знаете, вы мне под прошлым видео посоветовали, я решила прислушаться. Я не буду заморачиваться с деньгами и их удалять. Вот сколько у нас здесь приходит нам денег, будем считать, что это все честно заработанное. Иджун поймал исчезающий и охраняемый вид рыбы. Это рыба-бабочка. Ловить эту рыбу нелегально, что может привести к последствиям. Но неэтичный рыбак может захотеть оставить такой редкий дорогой экземпляр себе. Ну, знаете, у меня Иджун нет, он у меня нежный мальчик, он такой, знаете, его вырастила мама в любви, поэтому нет, он, конечно же, отпустит эту рыбку. А мы ее не увидим, да? Я думала, что она у него здесь будет в руках, но нет, мы эту рыбку не увидим. А я все никак не могу дождаться, чтобы Асель у меня покушала. Давай, покушай, а потом с тобой дальше начнем собирать. Ой, так, а она переоделась в теплую одежду, да? Все, у нас все хорошо. Но ей все равно холодно. А я посмотрела, чтобы построить дом, там нужно очень много всего. Но самое главное, нам нужны деревья. А деревья у нас появятся не скоро, поэтому и дом у нас появится тоже не скоро. Поэтому продолжаем собирать урожай, то, что есть.
Асель выпало, что ей нравится садоводство. Девчонка у нас меняется. Девчонка стала меняться на этом острове. И вот видите, Иджун лег отдохнуть, а Асель поливает растения. Молодец, какая молодец. И я сейчас выведу на экран. Я проанализировала вот все, что можно крафтить, и взяла для себя только то, что мы сейчас можем сделать из кустов. То есть для всего остального нужны либо деревья, либо овощи, либо фрукты, либо детальки. У нас ничего этого нет, поэтому я себе оставила вот только то, что мы можем сделать сейчас. И я думаю, знаете, это будет у меня здесь такая памятка, чтобы я понимала, что мне нужно еще собирать. И сейчас мои тогда будут вот крафтить все, что мы можем купить. Начнем потихонечку здесь обустраиваться. Но для начала нам нужно собрать вот эти вот кусты. Мои там уснули, а я у них вот ворую кусты. А они спокойно себе спят. А ворую я их для чего? Значит, смотрите, для раковины нам нужно, чтобы Иджун нам наловил 10 рыб. Но они уже могут сделать скамейку, чтобы, знаете, может быть, они спать хотя бы на ней будут. Стулья можем сделать. Для костра нам нужно, чтобы он нам еще насобирал ракушек, поэтому сейчас вот я их отправлю это делать. И что? Мы можем поставить ловушку для рыбы, нам нужно 3 куста и 3 травы. Давайте вот с этого и начнем, с ловушки для рыбы. Получается, нам нужно продать 3 куста. Вот, я продала 3 куста и еще 3 травы. А траву мы возьмем у Асель. У нее было много травы, она насобирала. И да, вот у нее здесь много шпината. Как раз вот мы сейчас и 3 штучки продадим. Раз. У нее желание заработать 400 тысяч. А мы тут траву по симулиону продаем. Так, я продала 3 травы, и нам хватает на ловушку для рыб, поэтому мы ее сейчас купим. А что, ее не на море надо ставить, да? Ну ладно, поставлю ее здесь. И я хочу еще что-нибудь сделать. Я выбираю между скамейкой и мусорным баком, и я посмотрела, самый дешевый бак стоит 80 симулионов, а скамейка самая дешевая 145. Но я, наверное, возьму мусорный бак, потому что там же можно в нем рыться и собирать детальки. А по правилам, пока у нас не прокачан 10 уровень механики, мы не можем покупать предметы хорошего качества. То есть мы должны брать только самый плохой вариант. Апокалипсис, передаю тебе привет. Так, значит, я решила, что я беру мусорный бак, да, и нам нужен 1 куст и 2 травы. Возвращаемся в наш багаж и продаем 1 куст. Давайте я вот сразу поставлю мусорный бак. Вот самый дешевый, с самыми плохими характеристиками. На этом есть пакетик, но мне кажется, у них на острове нет никаких пакетиков. Хотя может прибить волной, да. Но бочка мне нравится больше. Поэтому вот мы берем бочку, и мне нужно еще забрать у Асель 2 травы. Человек тут дрыхнет, ему хорошо, а я ворую и опять ворую у них траву. Все, мы на сегодня все, что могли, мы купили. И Джун проснулся первый, почему-то переоделся. Он загорать решил, представляете, он решил загорать. У него тут питание, бодрость. Давай спать, какой загорать? Асель у меня вот тут уже проснулась, убирается на пляже. Ей не нравится куст, в котором она была, но мы знаем, мы об этом уже давно знаем. И давайте стащим у Иджуна для нее рыбку. Ой, Асель, смотри, какая большая рыба. Ты должна ей наесться. И на сегодня по плану мы должны искать ракушки. Поэтому мы с ней сейчас будем здесь искать ракушки. А с Иджуном я нашла, как размещается вот эта вот ловушка для рыб, поэтому мы сейчас с ним это сделаем. Оба! Вы видели? Мы прям в самом рыбном месте разместили ловушку.
И что, давайте поставим ловушку с приманкой? Что у нас есть? Базилик. А базилик мы еще не сажали, поэтому мне его жалко, без приманки. Тогда просто поставь ловушку. А ты сможешь ее поставить, если ты здесь до дна не достаешь? Да, может. И Джун может все. Он даже умеет на воде держаться. Он плавает лучше, чем я. Я до сих пор не умею хорошо плавать, а он за неделю уже вот спокойно держится на воде. И все, поплыл в океан. Может быть, мне тоже надо на необитаемый остров отправить, и я тоже научусь так хорошо плавать. Ой, а я заметила, смотрите, у нас здесь в океане мусор, поэтому мы сейчас с Иджуном, мы его, конечно же, уберем. Иджун у нас вышел из апокалипсиса, да, из самого загрязненного города, который все стараются восстановить. И у нас был в родственниках Джейден, который как раз был менеджером по вопросам экологии, поэтому я думаю, Джейден бы сейчас гордился. Джейден бы гордился нашим Иджуном, что он продолжает спасать не только апокалипсис, да, не только отдельный город, но уже и целый остров от загрязнений. Асель все. Асель у меня от голода уснула, ее уже не держат ноги. А у нас горячий бутерброд с сыром. Ура, вот это я и искала. Нам нужно было что-нибудь тухленькое из еды, потому что сырой рыбой они не наедаются. И Джун, ты молодец. Асель, давай, просыпайся. Давай, можешь просыпаться, и Джун с тобой поделится бутербродом. Ну подожди, не ругайся. Да ладно тебе, не ругайся. Давай, вот 2 кусочка съешь и поделишься с Асель. И после этого они опять пойдут у меня искать ракушки. Нам нужны ракушки, чтобы они смогли сделать костер. На острове уже стемнело, в небе взошла луна, и за это время Иджун нашел еще одно пляжное полотенце и 2 ракушечки. Блин, вы видели? Вы видели, как он завалился в куст? Если не видели, перемотайте. Это была очень шикарная анимация. Так, время у меня понеслось. И еще он вроде нашел бутерброд. Где-то здесь он был. Вот, он нашел еще бутерброд. Я приберегу его на завтра, потому что сейчас они все равно у меня уже спят. А завтра тогда мы просыпаемся, едим бутерброд и опять отправляемся на поиски ракушек. А я тогда пока положу вот здесь 2 полотенце для них. И Джун, ложись спать. Ты чего проснулся? И смотрите. Бух! Блин, ну круто, ты, конечно, круто. Куст, наверное, там колючий. Все спят, а на остров опускается ночь. Утро на Сулане начинается рано, как в деревне, знаете, пока еще солнце не взошло, пока еще не так жарко. Мои сейчас едят бутерброд на 2, который они вчера нашли. Половинку оставим Асель. Она у нас бедная, валяется. И смотрите, я отправляла ее искать ракушки. Она поэтому сейчас и спит. И она нашла... Так, оставь, пожалуйста, сыр. И она нашла нам много ракушек. Поэтому мы теперь можем купить костер. Но я проверила, чтобы купить костер, нам нужно 450 симолеонов, а у нас столько нет. Поэтому мы попозже еще будем искать ракушки, чтобы найти подороже и накопить вот эти вот 450 симолеонов. Время почти 8 утра. Асель у нас все лежит. Давай, просыпайся, Асель, потому что мы уже идем бросать кубик. Воля богов! 1, 2, 3. Опять лампотиока. Злой бог довольно потирает руки. Устроенное им землетрясение полностью уничтожило ваш дом? То есть это что, если мы построим дом, у нас его могут уничтожить? Удалите дом. Если вы еще не успели построить дом, то удалите все деревья, растущие на острове.
Вот это испытание, вот это испытание. Хорошо, конечно, что у нас сейчас пока нет деревьев, но если оно выпадет, когда у нас будет дом и деревья, я расстроюсь, мне будет это очень жалко. И мои тут поменялись местами, теперь спит и Джун, а Сель сейчас тогда вот немножко ополоснется, и мы пойдем с ней искать еду на пляже, а то у меня опять скоро все проголодаются. И что вы думаете? И что вы думаете? У меня просыпался и Джун. Он, правда, молодец. Собрал, полил весь урожай и опять вырубился. Он очень устал. Поэтому я опять у него стащила рыбку. Смотрите, смотрите, какая красивая рыбка. Вся переливается. И сейчас Асель придется опять ее съесть. И у нее опять появится вот этот вот дискомфорт от сырой рыбы. Но выбора у нас нет. Нам нужно искать ракушки и еду. И с чего начнем? Начнем сначала, наверное, с еды, потому что даже от тухлой еды у них как-то состояние получше. И вот уже в ночи, когда остров осветила луна, и Джун у меня наконец-то собрался и пошел искать еду, но он нашел только игрушку. Я не знаю, сможем ли мы сегодня что-то еще найти. А у нас проснулась кокетливая Асель. И Джун, берегись. Я бы тебе сказала, беги, но бежать тебе некуда. Поэтому, пожалуйста, Иджун, держись. Друзья, я вообще ничего не делаю. Что происходит? Так, Асель, давай, пока ты кокетливая, давай лучше иди поищи нам еду на пляже. Нам нужно побольше еды. Не нужно там кокетничать с Иджуном. И знаете, что я вам хочу сказать? Все-таки вот это вот хорошее настроение Асель, то, что она была кокетливая, она нам нашла и пиццу, и бутерброд. Она молодец. Но и Джун же на нее не среагировала, да, а она была кокетливая, поэтому, видите, она вызвала духов острова. Как я вам рассказывала, у нее от стресса, у нее началась депрессия, и от этого у нее проявляется расстройство личности. А так как она все время мечтала о богатом муже, то вот ее вторая личность, она видит вот этих вот духов, может с ними разговаривать, и она считает, что этот мужчина, видите, он похож на жителя этого острова, поэтому она считает, что у него здесь есть дом, он богатый, и как раз это то, о чем она мечтала. Так, а ему что? Ему не нравится Асель? Но Асель-то он нравится, понимаете? А Асель у нас девушка такая, что если она выбрала себе мужчину, она его добьется. В общем, днем у меня Асель флиртует с Иджуном, а ночью просыпается ее вторая личность, и она общается вот с этим вот мужчиной. Утро следующего дня, мои опять проснулись рано. Первым делом мы с Иджуном проверяем ловушку, потому что нам туда что-то попалось. И они опять у меня ночью мерзли. Я их переодевала в их футболки, но им все равно было холодно. А еще я им ночью скормила бутерброд и пиццу. Каждому досталось по целому кусочку. И смотрим, что у нас попалось. Планшет. Но он, наверное, не работает же у нас здесь, да? И 2 рыбы. И пиратская карта. А что с ней делать? Я про это ничего не знаю, поэтому если вы знаете, что делать с пиратской картой, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Ой, а это что такое? Слизь, купание рядом с мусором, вода липнет к телу, отвратительное ощущение. Вот она. Давай мы с тобой опять здесь почистим океан. У нас с Иджуном времени много, воду мы любим, плаваем часто, поэтому, конечно же, он ее почистит. А мои тогда сейчас пособирают еще мусор на пляже. Нам главное найти им еды про запас. А время уже 8 утра, и пора смотреть «Волю богов». Итак, мы в генераторе «Воля богов». Опять лампотиока и опять 2-2.
Ламбатиока разозлился, принесите в жертву 2 дерева, а если их нет, то удалите 2 любых плодоносящих растения. Я тут как раз еще не собирала урожай, у нас остался подуб с ягодками и шалфей с цветочками, поэтому вот удаляем их вместе с ягодами и цветами. И получается что? Что деревья здесь самый ценный ресурс, а у нас еще ни одного нет. И я даже пока не представляю, как они у нас появятся, если только вот нам выпадет воля богов с семенами. А сейчас, знаете, что мы с вами сейчас сделаем? Мои сделают костер. Я тут вот уже вытащила 5 ракушечек. На костер нам нужно 5 ракушек и 1 куст. Поэтому вначале продаем ракушки. Давайте раз. У нас должно получиться 450 симолеонов. Так, 3 уже. И я вроде бы прикинула, должно хватить. 4, 5. Да, вот видите, я хорошо считаю. У нас 460 симолеонов, и нам еще нужно продать 1 куст. Поэтому вот, продаю 1 куст. И я нашла в режиме стройки этот костер, и он хорошо сюда вписывается, потому что вот камешки — это как раз ракушки, которые они насобирали, они их вот так по кругу выложили, а в середину положили кустики. Натаскали кустиков из джунглей. Единственный вопрос, чем они его будут разжигать, но я надеюсь, и Джун как-то с этим справится. И пока у нас там Асель занимается огородом, и Джун ей полностью делегировал процесс. Давайте он сейчас попробует разжечь. Стойте. Ой, все хорошо, да? Вроде бы все хорошо. Ожог на руке. Это он что? У него боязнь какая-нибудь или он замерз? Что случилось? Так, костер мы разожгли. Теперь, если что, они, получается, у меня могут ночью, наверное, около него погреться, да? Мы можем поджарить рыбу. О, давай пробовать. Отлично. Он даже, смотрите, он сел на землю, и даже стульчики не нужны. Все, прекрасно. Тогда я даже не буду копить деньги на те стулья. Мы жарим рыбку, и теперь наконец-то, у нас не будет проблем с питанием. А у Иджуна появился мудлет жаловаться на личную жизнь. Что есть любовь? Она вообще существует? Нажмите на персонажа и выберите делать действие «Жаловаться на личную жизнь». Ой, а у меня тут, видите, сработал мод. Я сначала хотела скачать весь мод, но потом я что-то почитала и оставила только вот замену тарелок, и еще я оставила, что они не могут пользоваться телефонами. А он думает об Асель, он хочет, наверное, ей еды дать или что? Он так, смотрите, вы видите, он прям потихонечку, прям смотрите, он прям по одному шажочку к ней так робко подходит. Наверное, он такой подойдет, знаете, я там рыбу приготовила. Если ты проголодалась, то я тебе тоже приготовлю. Она просто пока не хочет у меня есть, но попозже она его попросит. И пока Асель у меня тут развивает навык садоводства, что там Иджуну нужно было сделать? Дружелюбные действия, да? И я скачала мод. И у меня тут, видите, было написано «жаловаться на личную жизнь». И так как я не знаю, где это находится, поэтому я просто нажимаю на Асель и на клавиатуре набираю «жаловаться». И тадам! У меня осуществляется поиск вот в круговом меню все действия, которые есть со словом «жаловаться». Но, кстати, на личную жизнь нет. Вот так я похвалилась модом. Но это, знаете, это просто у него нету, в меню действительно нету этого действия, поэтому давайте попробую просто пожаловаться. Асель хотела там сходить в туалет, а Иджун такой думает, а зачем ждать, если я могу сейчас пожаловаться? Мы, кстати, выполнили вот это вот пожаловаться на проблемы, но, видимо, это не это действие, поэтому его желание не выполнилось. Будем ждать, когда появится жаловаться на личную жизнь. А Иджуну тоже выпало, что ему нравится садоводство. Я его тут отправила полоть, потому что Асель у меня устала, и нам выпало, что нам нравится садоводство. Ура, ура, ура!
И Джун уже сел жарить рыбу для Асель, а вы посмотрите, что она творит. Посмотрите, что происходит. Асель разделась, она полностью разделась. А ей что? Ей что получается? Интересен и Джун, да? Или что? Что происходит? Так, она хочет забыться в сказочном медленном танце, а она у нас влюбчивая разве? Да, я сама сделала и сама забыла. Она легко влюбляется, и вы видите, что происходит. Асель мечтает о романтическом медленном танце. А как это сделать? Давайте я это закреплю, но я не знаю, как это сделать. И Асель, пожалуйста, переоденься, пожалуйста. У меня и Джун еще не видел раздетых женщин. Мне кажется, он может не выдержать. Так, а что? Ты не хочешь переодеваться? Давай быстрее, пока Иджун не повернулся. Ну, пожалуйста. Все, ура. Вот, Иджун как раз у нас идет. Боже мой, Иджун, я за него переживаю, знаете, как мамка такая. Иджун, не смотри на голых тетенек. Так, это приготовил, да? Рыбку приготовил. А где рыбка-то? Иджун, где рыбка? Она опять разделась. Асель, пожалуйста, ну что такое-то? Так, где? А где тут? А у нее даже нет поменять одежду. Иди, вот кушай. Иди, кушай. Тебе Иджун приготовил рыбку в конверте. Она сейчас пойдет голая, да? Видимо, да. Видимо, сейчас пойдет голая мимо Иджуна. Иджун, закрой глаза. Иджун, закрой глаза. Я тебе приказываю. Блин, чувствую я, знаете, я думала, они у меня не сойдутся, потому что я им поставила полностью разные предпочтения. Я хотела, чтобы, знаете, между ними был конфликт, были вот сложности. А Асель влюбчивая, и получается, она если бы даже это здесь был не Иджун, а Марсель, она все равно его бы соблазнила. Она бы влюбилась и соблазнила любого, кто с ней будет на острове. Иджун, держись. Я не планирую так быстро, что у вас появятся дети. А она и моется. Она моется тоже раздетая. Я не знаю, как ее обратно одеть, заставить одеться. А вот все, появилась сменить одежду. Давай, оденем вот что-то тебе для жаркой погоды, а то я сама переживаю. Друзья, что бы вы думали? Вы посмотрите на Иджуна. Это я ему такая говорю, закрой глаза, а он, глядя на Асель, видимо, он точно не спал, он тоже разделся. Я не нажимаю этих действий, они сами раздеваются. Вот загорает нагишом. Он, видимо, я даже не знаю, как это объяснить. А пока Иджун у меня уснул, у Асель опять случилось раздвоение личности, и она опять увидела духов острова. Женщины ушли, сами разожгли наш костер, прям как у себя дома. А Асель, конечно же, стала общаться со своим мужчиной. Ну, как она его считает, да? Она считает, что это ее мужчина, он богатый, он где-то здесь рядом живет, у него свой дом, а может быть даже целый остров, поэтому он сможет ее спасти, раз он здесь живет, он сможет ее взять к себе домой, а из дома, соответственно, он же как-то ездит в мир, он ее вывезет обратно в цивилизацию, поэтому она пытается влюбить его в себя. И вот после того, как Асель пообщалась с духами острова, она сейчас потушит у нас костер, потому что я как-то боюсь оставлять открытый огонь, мало ли что случится. И мы пойдем немножечко отдохнем. Ну все, друзья, все, Иджун попал.
И Джуну от Асель не сбежать, потому что я их отправила. Я их отправила жарить рыбу, и вы видите, как близко она к нему села. Она села к нему прям вплотную. Она осознала, что он немножко робкий у нас, стеснительный был до момента его раздевания. Но она решила сменить тактику. Она тут так потихонечку к нему подбирается. Она такая: ой, я сяду с тобой рядом, а то вот на улице темно, мне страшно. И видите, она села прям впритык к нему, ручку вот еще на ножку ему положила. Такими темпами у меня очень скоро появится много новых симов. С Асель у нас очень быстро появится много детей. И пока они у меня будут кушать, расскажу вам, какие у меня планы. Значит, как обычно, мы будем искать вещи на пляже, чтобы у нас, как я говорила, да, было что-то продать, и чтобы у нас появились какие-то деньги, потому что я хочу купить еще одну ловушку для рыбы. А еще нам нужно наловить 10 рыб, чтобы сделать раковину. Вот, поэтому вот такие у меня на этот день планы. Ну и кубик. Нужно не забывать бросить кубик, потому что по правилам, если мы не бросаем кубик, мы должны удалить с острова одного сима. Но не будем о грустном. Надо купить им будильник, знаете, чтобы он в 8 утра звонил, и я бросала кубик. А мои тут, видите, собирают урожай. И смотрите, что нашла Асель. Асель нашла куклу Вуду, поэтому я ее точно продам. Она нам не нужна. 1000! Она стоит почти 1000. Тогда, конечно, я ее продам, и мы теперь можем купить все, что хотим. Отлично. Ну, вначале идем бросать кубик. Итак, воля богов. 1, 2, 3. Игрок! Вам приснился сон, где белый бог указал вам дорогу к забытому гроту. Через режим отладки установите на острове волшебную шахту с порталом в забытый грот. Теперь ваши симы могут путешествовать туда. Тогда я сейчас найду все коды, которые нужно ввести, найду этот грот в отладке и через секундочку к вам вернусь. Нашла я этот грот, но времени ушло явно не секундочку. Мне кажется, я его искала полчаса, потому что я с отладкой не играю, поэтому я даже не могла сориентироваться, где его искать. Единственное, чтобы его открыть, нам нужна механика 10 уровня. А чтобы повышать механику, единственное, что я могу сейчас сделать, это как раз купить раковину, чтобы она ломалась, и мы ее чинили, и таким образом повышали механику. Видимо, не скоро мы попадем в этот грот. Поэтому ладно, тогда сейчас Асель... Да что ж такое-то, Асель? Он посмотрел, и Джон на нее посмотрел, друзья, и все. Он вдохновился, он вдохновленный. Асель, ты у меня и так уже сгорела на солнце. Ну, не то, что сгорела, а очень сильно загорела. Поэтому давай, пожалуйста, возвращай свою одежду, одевайся, пожалуйста. Вот, купальник одевай и иди ловить рыбу. Раз ты не хочешь заниматься садоводством, иди, пожалуйста, учись рыбалке. Возьми там удочку, и Джун оставил, и попробуй половить рыбку. Я не знаю, как еще спасти от нее и Джуна. Не будет у нас раковина, друзья, потому что мои улеглись спать. Они что-то там поделали, покопались в огородике, половили рыбу и устали, и легли спать. У них сиеста, знаете, неважно, что я хочу им сделать раковину, у них сиеста, их трогать нельзя. Ждем тогда, когда проснутся. Мои выспались. И сейчас Иджун у меня возьмет рыбку в ловушке. Я посмотрела, нам там что-то попалось. Нам, знаете, не хватает буквально еще 3 рыбки, чтобы мы могли сделать себе раковину. Поэтому вначале мы проверяем ловушечку. Так, что нам попалось? Только одна рыбка попалась. Пойдем, Иджун, тогда еще ловить.
нам нужна еще рыбка. Итак, это случилось. Иджун поймал рыбу. Я вот выложила все 10 штучек. И для раковины я продаю 10 рыб и 3 куста. Начинаем с рыбы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 рыб и 3 куста. 1, 2, 3. И смотрите, я сразу хочу еще взять вторую ловушку для рыб. Для нее нужно еще 3 куста и 3 травы. Поэтому продаю сразу еще 3 куста. И вот у Асель забираю 3 травы. 1, 2. Она все ближе и ближе к своему богатству. 3. Так, все, я все продала. И вот покупаю еще одну ловушку для рыб. Нам рыба нужна. У нас теперь есть костер, нам нужна рыбка. А вот с раковиной оказалось все сложнее, чем я думала. В моих планах было, знаете, поставить вот это вот ведерко, но по характеристикам у него высокая прочность. А следовательно, эта раковина будет меньше ломаться, и мы будем медленнее прокачивать механику. Ну и плюс по правилам. По правилам, до того, как у кого-то будет 10 уровень механики, мы должны покупать предметы самого плохого качества. Поэтому мне пришлось выйти из игры. Я еще поискала какие-то вариации раковины, вот, чтобы подходили под лор челленджа. И наиболее подходящие, мне кажется, вот это вот. Будем считать, знаете, что стол — это пенечек. Они приволокли его вот из джунглей и нашли где-то вот разбитый горшок, который тоже вымыло из океана. Поэтому теперь это будет их раковина. Под вечер Иджун у меня опять замерз, ночи здесь холодные, Асель уже тоже улеглась спать. И будем тогда мы с Иджуном сейчас укладываться. На этом закончу сегодняшнюю серию. Мне кажется, мы особо не продвинулись, но я думаю, в реальности, наверное, тоже бы все развивалось на острове очень медленно. И видите, уже даже Иджун нам машет, что ему пора спать. Поэтому мы с вами прощаемся. До скорой встречи!